Однажды летом пошел дед Митяй в обход по лесу и вдруг видит, под кустом у самой тропинки, свернувшись клубочком, лежит волчонок, совсем щенок еще. Когда Митяй подошел к нему, малыш и не думал убегать. Волчонок был худой, одна кожа до кости. Что это с ним стряслось, и почему он не убегает, подумал дед Митяй. Когда он был уже совсем близко с волчонком, тот все-таки попробовал убежать, но не смог. Оказалось, у него была сломана лапа. Жаль стало волчонка деду Митяю. Калека, и мать его бросила. Поймал он его, сунул в мешок и понес домой. Дома осмотрел волчонку лапу. Так и есть перелом кости. Кто знает, как это случилось. Зажал он его лапу между лопатками и перевязал, чтобы кость ровно срослась. Было видно, что ему очень больно, но он терпел, словно понимал, что дед Митяй ему добра желает. Потом устроил он ему место за дверью и накормил. И вот недельки через 4 лапа у волчонка срослась. Вырос он и раздобрел от хорошей пищи. Дед Митяй считал, что другого такого упитанного волчонка никто не видел. Но след все же остался. На переднюю лапу он слегка прихрамывал. Стал волчонок бегать по двору, и стоило только окликнуть его по имени, которое ему дал дед Митяй, Серый, как он сразу же мчался к своему спасителю. Ел из его рук, сопровождал в лесу, как собака, и послушно возвращался домой. Совсем стал ручным Серый. А тут еще волчонок подружился с соседским мальчиком, Алешкой. Они оба были еще маленькие, поэтому интересы и игры у них были общие. Так и жил волчонок целый год у Митяя, а Алешка каждый день приносил своему другу разные вкусняшки. Но вот однажды Серый пропал. Нигде его не мог найти дед Митяй, сколько ни искал. Должно быть, заговорила в нем его дикая натура, и ушел он туда, где и положено жить волку, в лесные просторы, нападая на косуль, зайцев и другую животину. Алешка долго плакал по своему другу. Митяй успокоил мальчонку и сказал, что когда он немного подрастет, то привезет ему из города щенка-овчарки. Прошло 2 года, и Митяй уже совсем позабыл про своего серого друга. Жил себе помаленьку в деревне. И вдруг однажды прибегает заплаканная Мария, мать Алешки, и говорит, что ее сын пропал. С утра ушел гулять и пропал. Может, в лес ушел по ягоды и заблудился. Мария побежала собирать людей на поиски сына, а дед Митяй собрал свои охотничьи снаряжения и пошел в лес искать Алешку. Потеряться мальчику было негде, кроме леса. Через 4 часа поисков вдруг слышит Митяй, из чащи кто-то бежит. Несется со всех ног, с шумом ломая ветки. Совсем уже близко. Митяй снял ружье, взвел курок и приготовился стрелять. Вдруг видит, волк скачет к нему большими прыжками. Вот он, огромный, серый, с вздыбленной шерстью. Он заметил Митяя. На миг замер на тропе и злобно сверкнул глазами. Митяй уже прицелился, но, когда волк сделал еще один прыжок, он заметил, что волк хромает на переднюю лапу. Тут у него мелькнуло в голове «Серый», и еще с нацеленным ружьем Митяй позвал «Серый, Серый». Сделав еще несколько прыжков, волк остановился и повернул голову. Долго глядел на Митяя, затем вновь крутнулся, собираясь бежать дальше. Но сделал только несколько медленных шагов и, остановившись, снова обернулся к нему. Волк узнал Митяя. Это действительно был Серый. Тот самый, который 2 года назад, как будто ручной, жил в его дворе. Волк завыл и пошел в чащу леса, оглядываясь, как бы зовя Митяя за собой. Что он хочет? Куда зовет меня? Крутились мысли в голове старика. Пройдя шагов 100, он увидел в кустах спящего Алешку, а рядом с ним лежащего Серого. «Так вот ты, куда звал меня, родной?» — радостно вскрикнул дед Митяй. «Ты Алешку тут охраняешь, дружка своего». И когда Митяй захотел дотронуться до него и погладить, волк отстранился и тихо, как плачущий щенок, заскулил. Все-таки жил в нем страх, ведь Митяй был человек, самый устрашающий враг волчьего рода. Отвык волк уже от Митяя за эти 2 года, но Алешку помнил и охранял в лесу. Митяй взял мальчика на руки и, обернувшись к волку, сказал «Спасибо, Серый, что спас Алешку. Иди своей дорогой», — сказал Митяй волку и медленно зашагал к дому. Но Серый не ушел, а пошел за Митяем, слегка прихрамывая, и скулил, точно хотел что-то сказать. Так они дошли до опушки, от которой начиналось поле.
Здесь волк остановился, и пока Митяй с Алешкой одалялся, долго провожал их взглядом, а потом медленно, словно нехотя, скрылся в лесу. Немного спустя Митяй услышал его вой, протяжный, жалобный, точно рыдание. Видимо, волк навсегда прощался со своим спасителем Митяем и маленьким другом Алешкой. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.